Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим на очень интересную на мой взгляд, тему. Это о том, как походка влияет и изменяет осанку. Ну, как всегда, это звучит парадоксально и глупо, и наверняка многие сейчас уже отключились, ну и, как говорится, с катертью дорога. Но кто остался, вы узнаете очень интересные вещи. Вот, когда я это понял, мне хотелось, как Архимеду, кричать «Эврика!». Возможно, вы скажете, что об этом давно известно, но я для себя это открыл впервые. И поэтому для меня это очень интересно. Так вот, с чего все началось? Я стал анализировать осанку как свою, так и других, и в основном такую осанку, как шахматный конь. На моем канале есть ролики предыдущие, можете посмотреть. И вы можете увидеть, что там есть вот такое вот смещение таза вперед, когда вот так человек стоит. Да? Вот это и есть, ну и сочетание с сутулостью, это и есть шахматный конь. И я стал анализировать, и я вижу, что голень относительно пола стоит под углом меньше 90 градусов. Поэтому таз выдвинут вперед. Ну и я стал искать причину, почему таз принимает такое положение. Ну и я нашел, что укорочена передняя большеберцовая мышца. Да, хорошо, вот она укорочена, это видно, это явно, все. У меня так она вообще, как камень. Но почему? Возникает вопрос. Если бы я этой мышцей там каждый день таскал груз какой-то, это было бы понятно, почему она перегружается. Ну вот как шея, да, мне, например, понятно, почему перегружается шея. Но почему перегружается и такая накачанная передняя большеберцовая мышца? Почему? И ответ пришел. И оказалось, что дело в походке. Точнее, в походке моего папы, который служил на флоте. Тоже звучит загадочно, да? Так вот, с чем это связано? Дети подсознательно перенимают походку своих родителей. Например, описан такой случай, как у одного повара была повреждена нога, и он прихрамывал. Так вот, два его сына тоже хромали, хотя у них с ногой все было в порядке. И они не учились специально хромать. То есть это подсознательно они переняли походку своего отца. И вот то же самое произошло со мной. Я в детстве перенял походку своего отца, не желая того. А мой папа служил на флоте, работал там рыбаком тоже. И у них походка отличается чем? Они ставят жестко ногу и широко. Вот так вот. Потому что качает. И вот когда папа шел по коридору, пятки стучали вот так по полу. Потому что он жестко ставил ноги. Но то же самое произошло со мной. И когда я стал наблюдать, как я хожу, оказалось, что я жестко ставлю пятку в пол. То есть вот пятка упирается, вот так жестко ударяется в пол. Мало того, что это сотрясение по всем суставам, особенно в шее, да, так это еще и перегруз этой мышцы. Потому что происходит вот такое вот движение. И вот это движение, это как если бы ты шел с горки. Если вы попробуете спускаться с горки, вы поймете, о чем речь. У вас передняя большеберцовая мышца, она начнет перегружаться. Потому что она как бы будет работать в уступающем режиме таком. Эксцентричный, по-моему, называется этот режим, когда мышца напрягается, при этом растягивается. Да? Работает, но при этом увеличивает свою длину. Вот в этом режиме эта мышца начинает работать, ну и накачивается, конечно же. И вот она стала перегруженной и укороченной. И поэтому вот принимает такое положение, когда таз выдвигается вперед. Вот так вот стоишь. Естественно, это сказывается на всю осанку и прежде всего на шею. И вот она причина. То же самое можно увидеть наоборот, когда есть такой тип осанки, когда ноги переразогнуты назад. Как правило, там сочетается с наклоном таза вперед. Но не только, не обязательно. Но чаще всего. Там противоположная причина, когда человек жестко ставит ногу на носок. Как правило, вот у танцоров это бывает. Гимнастов, танцоров, балерин, они вот так ставят на носок. Тогда они перегружают заднюю поверхность голени, икроножную, камбаловидную мышцу. Также это скажется жестким ударом на все тело, да? Но перегрузит эту мышцу. И у них будут переразогнутые мышцы назад, ноги назад. Переразогнутые ноги назад. Такой тип осанки. Но
Откуда это берется, опять же, с неправильной походки или бег неправильный, да? Если человек бегает только на носках, это будет то же самое. Ну или ходит на каблуках, то же самое будет, да? Поэтому вывод я сделал очень простой, что оказывается нужно учиться ходить. Вот в 50 лет я теперь учусь, сегодня целый день учился ходить по-новому. И как это ни странно, но у меня увеличилась скорость ходьбы. При том, что я стал уделять меньше усилий, прилагать меньше усилий, но скорость увеличилась. И, наверное, меня поймут хорошо те, кто занимался бегом. И кто владеет техникой бега, когда с пятки на носок, то есть не на носок и не на пятку наступают, а именно перекат. Вот так же мы и должны ходить, то есть мы не должны ни пяткой в пол ударяться, ни носком, а вот такой вот делать перекат. Причем важно не выдвигать ногу вперед. То есть шаг должен быть опора ноги, когда под весом тела находится. То есть не надо выдвигать ногу вперед, потому что вот в этой ходьбе, когда вы выдвигаете пятку вперед, у вас происходит что такое? Что произойдет? Вы выдвигаете сильно ногу вперед, и тогда ваша грудь отклоняется назад. Но когда грудь отклонилась назад, у вас напрягаются мышцы живота, перегружаются. И таким образом сутулость увеличивается. Если вы выдвигаете ногу сильно вперед, то есть делаете слишком длинный шаг, причем прямой ногой, вы отклоните грудную клетку назад. И вот у вас и получится осанка шахматный конь. То есть я не говорю, что это единственная причина. Конечно, сидячий образ жизни, но походка также вложила, ну как минимум половину влияния, это походка. Когда нога выдвигается вперед, прямая нога и ставится жестко на пятку. Ну или на носок, что просто поверхность голени будет другая, а так все то же самое будет. Вот. И когда я изменил походку, я вдруг почувствовал, что у меня включилась спина. У меня включилась спина. И выключился мышцы живота. Соответственно, осанка стала прямее. И при ходьбе стало легче держать правильную осанку. То есть, когда ты не выдвигаешь ногу вперед. Вот такие вот открытия, которые, у меня просто сегодня такое ощущение весь день, что я открыл Америку, да, или как этот Архимед там, Эврика, Эврика. То есть вот такой момент. Вы можете подумать, что то же самое там говорят кинезиологи, но они говорят не то же самое, другое. Я слушал много там и Васильева, и всех, они говорят о другом. У них совершенно другая логика. Вот у кого такая же логика, это у бегунов. Я сегодня весь день смотрю их ролики и вижу, что да, вот эти люди понимают, как правильно ходить и как правильно бегать. И те, кто освоил правильно технику бега, они и ходить будут правильно. И у них не будет проблем с осанкой, которые создает походка. Поэтому, если вы решили бегать, надо обязательно обращаться к тренеру, который поставит технику. И тогда и бег принесет пользу, и ходьба. А так мы сидим, нас это калечит, мы ходим, нас тоже это калечит. Более того, там возникает такой момент, что когда жестко ставится нога, происходит остановка тела, и у вас голова делает вот такое вот движение. Вот такое вот движение. Я думаю, что это тоже не будет хорошо сказываться на шею. И поэтому эта походка наверняка также усилит проблемы шеи. В том числе смещение позвонков. Потому что каждый раз будет микро вот такая встряска. Причем резкая, да? Как микротравма в шее. И позвонки съедут. Вот что у меня и произошло, в общем-то. Я думаю, что это одна из причин. Что мышцы резко дергают и выдергивают позвонки. То есть 1000 шагов сделал, 1000 раз мышца дернула. И за 50 лет она мне выдернула 4 позвонка назад. И поэтому ни мануальщики, никто ничего не могут сделать. А причина просто в том, что надо менять походку. Тогда освободятся мышцы. Тогда изменится осанка. Вот. Конечно, я не думаю, что это произойдет быстро. Потребуется время и так далее. Но, тем не менее, вот я очень рад поделиться с вами вот таким вот открытием. Надеюсь, что это и мне поможет, и другим. Пишите об этом в комментариях.
если у вас такая же походка, и вы тоже имеете похожие проблемы, и также изменив походку, если вы изменили походку и у вас изменилась осанка, обязательно напишите в комментариях. Потому что мне теперь важно собрать вот эту информацию не только о себе, а о других, как это у других. Но, во всяком случае, те, у кого я видел, действительно это имеет место. Вот. Надеюсь, что вам это все было понятно и полезно. Всем удачи!